Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу с вами затронуть одну очень интересную тему. Было ли у вас такое, что вы были недовольны на 100% своей работой? Вроде бы все сделали как обычно, все сделали как надо, но сердце не на месте, сердце мастера, конечно же. Очень долго думала, выкладывать это видео или нет, и хочу все-таки с вами поделиться. Канал я веду уже очень долго, поэтому вы все мне как моя маленькая семья, моя маленькая армия, мои подписчики, и я стараюсь делиться с вами разными ситуациями, которые происходят в жизни мастера маникюра и педикюра, конечно же. Итак, пришла ко мне моя клиентка, которая очень давно не делала покрытие на ногах. Если быть точным, то это где-то 1,5 года. На маникюр она ходит всегда, но вот педикюр что-то не делала, и, в общем-то, вся форма у нас ногтей испортилась. Сами, наверное, понимаете, клиенты не совсем правильно обрезают краевую линию ногтя, и поэтому ногти получаются просто не анатомической для них формы. Также было и с моей клиенткой. Она вырезала углы, и в дальнейшем, когда она пришла, я уже сказала, что просто нам нужно с ней немножко подождать, чтобы они отросли. Но тут у нас началась жара, в общем, она пришла и говорит: делай, что получится. Сказано, сделано. Полукруглый торец на одной ноге и более-менее квадратный на другой, точнее чуть-чуть квадратный. Углы решили не наращивать, решили, что пусть все срастает так, как есть. И тем более желанием клиента был френч. Если честно, когда она мне это сказала, я очень долго пыталась ее отговорить, потому что одно из условий для френча – это идеальная форма ногтей. Почему идеальная? Да потому что наш белый кончик лишь только подчеркивает как раз-таки краевую линию. Если вдруг где-то не хватает угла или где-то ноготок кривоват, то френч обязательно это подчеркнет. Мне, конечно, очень интересно, что вы напишите в комментариях по итогу, но давайте все-таки разбираться дальше. Начнем с того, что ножки очень влажные. У меня даже перчатки скользили, когда я пыталась зацепиться за пальчик. Плюс, естественно, под ногтями у нас скопилось много всего интересного, поэтому давайте будем это все вычищать. Для начала мы отодвигаем кутикулу и видим огромное количество птеригии. Многие клиенты просто даже не видят с высоты своего, так скажем, полета, сколько же всего у них копится на ногтях, именно на ногтях на ногах, естественно. И аккуратно апельсиновой палочкой я убираю птеригий, тот, который у меня не убрался пилкой. Как я убираю птеригий пилкой, смотрите в предыдущих роликах. У меня на канале много интересных и полезных видео. Если вы, кстати, еще не подписались, то обязательно подписывайтесь. Но апельсиновой палочкой, особенно на таких влажных ногах, птеригий убирается достаточно легко. Плюс остаточки мы доработаем фрезой. Кстати, как я подбираю фрезы для педикюра, наверное, лучше смотреть в каждом видео, потому что я тоже рассказываю, почему выбрала именно ту или иную фрезу. В этот раз я выбрала синюю морковку или капельку, как ее еще называют. И у нее очень большая площадь работы, то есть она и зачищает птериги, и приподнимает кутикулу, и здесь у нас не слишком глубокие пазухи. Синюю насечку взяла, потому что красная здесь бы не справилась с птеригием, а зеленая была бы жестковата, потому что влажная кожа все-таки достаточно ранимая и чувствительная. Надеюсь, я понятно объяснила. Если понятно объясняю, обязательно ставьте лайк этому видео, для меня это очень важно. И этой фрезой отлично получается обрабатывать и боковые валики, и также под ноготочком. То есть большой достаточно размер ее помогает нам, в принципе, справиться практически со всеми задачами. Так как мы с вами почистили птериги и пилочкой, и потом еще апельсиновой палочкой, поэтому работать мы сегодня будем всего лишь одной фрезой. Это, конечно же, значительно ускоряет процесс педикюра, чего уж тут скрывать. Аккуратно вычищаем все заусенчики, все подногтевые мозольки тоже будем убирать. Обязательно шлифуем боковые валики, не забываем ни в коем случае про них. То, что мы прочистили боковые пазухи, валики, естественно, мы шлифуем именно центром фрезы, то есть ее пузиком, если можно это так назвать, потому что фреза, в принципе, расширяется к низу. В общем, центром фрезы шлифуем. И переходим к следующим ногтям. Сразу скажу, что этой фрезой нельзя заходить слишком глубоко в пазухи, но ей мы можем углубляться на то расстояние, которое мы видим. То есть мы всегда видим носик фрезы, видим, где им работаем, и обязательно выполняйте натяжку. То есть оттягивайте проксимальные валики, оттягиваете кутикулу, и, в принципе, она хорошо подготавливает кутикулу к срезу. Ссылки на все товары, материалы, которые я сегодня использовала, я оставлю, как всегда, в описании под видео.
Срез проходит очень быстро, плюс мы еще с вами немножко приподняли кутикулу за счет того, что у нас фреза была достаточно большого диаметра. И начинаем кюреткой все вычищать. Несмотря на то, что на большом пальчике я добавила ремувер для кутикулы, здесь у нас, видите, не так все хорошо поддавалось. Но, в принципе, достаточно много скопилось всего, и мы еще дочистили потом апельсиновой палочкой. Аккуратно обезжириваем ногтевую пластину и переходим к непосредственно нанесению базового покрытия. Первое, что мы сделали, это нанесли тонкий грунтовочный слой прозрачной базы. Так как мы будем работать камуфлирующей базой, и сегодня, кстати, расскажу один из таких немаловажных секретиков, которые я поняла при работе с камуфлирующими базами именно при педикюре. Вообще, я думаю, что вы, наверное, заметили, что камуфлирующие базы, они у нас плотные только в выравнивающий слой очень часто. Ну а когда мы наносим тонкий слой, они вообще не дают никакого пигмента. Это мои базы, базы торговой марки Си. И из той карточки товара, которую я прикреплю в описании под видео, все базы очень плотные. То есть вы можете их наносить в тонкий слой, и они будут отлично тонировать ноготок. Самое важное, что вы должны помнить, что эту базу можно также использовать и для ногтях, и делать ей также выравнивание. Но в педикюре она смотрится вот так, то есть достаточно плотненько. Я сделала тонюсенький слой и добавила небольшую каплю к кутикуле для того, чтобы просто потом мне из этой лужицы маленькой забирать и уже прокрашивать под кутикулой, прокрашивать боковые пазухи. Посмотрите, как она отлично смотрится. У меня была проблема в том, что мне приходилось и покупать камуфлирующие базы для рук, и также покупать камуфляжи для прорисовки френча на ногах, потому что камуфляж на руках я уже давно не делаю, это слишком долго, мне кажется, проще намного нанести камуфлирующую базу или камуфлирующий гель. И белый мне в последнее время очень нравится от Mystique 158 номер, он плотный и он белоснежный, то есть это не теплый белый, а холодный белый. С ним френч получается плотный, хороший, всего лишь в один слой. И вот тут началась вся наша загвоздка. Так как я смотрю с одной стороны, клиент смотрит с другой стороны. Я, конечно же, половину вырезала, но этот френч на этом большом пальчике мы рисовали, наверное, минут 15. Сначала клиенту казалось, что криво, потом мне казалось, что криво, потом она попросила в один уголочек добавить белого, потом мы поняли, что это слишком много, все вытерли, нарисовали заново. Хотя ведь я изначально предупреждала, что на таких полукруглых ногтях, плюс еще, что один уголок ниже, а другой выше, идеальный френч, как мы делали, например, в прошлом году, не получится. Но клиент был доволен. И вот тут самый главный вопрос для вас, как для мастера. Важно ли вам быть довольным своей работой? Скажу честно, я осталась не очень довольна этой работой, даже сама не понимаю почему. Вроде бы чистая обработка, но этот френч, наверное, меня просто доконал. И мне не стыдно этого признавать, потому что я бы ни в коем случае на таких ноготочках не стала делать френч, я бы покрыла в однотон, но клиент ушел очень довольный. Она хотела френч, она его получила. Она не понимала, почему я говорю, что лучше не надо. Я же говорила, надо не делать. Ей все нравилось, и она была довольна. Вот такая вот история. Знаете, даже рассказала вам, и как-то легче стало. В общем-то, никто не идеален, и у всех бывают ошибки, у всех бывают такие моменты, что вам кажется, что вы сделали недостаточно хорошо, но если клиент доволен, наверное, ради этого мы с вами и работаем. В общем, буду ждать ваших комментариев. Кстати, на второй ноге все получилось намного лучше, потому что там форма ногтей была намного лучше. Видите, большой пальчик, он более квадратный, ну и френч, соответственно, получился там более ровный, имея в виду относительно синусов, относительно именно линии улыбки, он получился более аккуратный, как по мне. Клиент ушел доволен, я осталась в таком небольшом расстройстве, но в любом случае, я думаю, что это видео будет полезно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам, интересны ли вам такие случаи, или же показывать только идеальные работы. Фотку и ножку я всегда вот так просто на спирт выкладываю блесточки, получается очень эффектные фотографии. Под ногой лежит
ватман. Всем спасибо за внимание. С вами была Татьяна Сидоренко. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Всем пока!